Доброе утро, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Сегодня у нас обзор первых посадок капусты. Также поговорим о том, чем подкормить капусту для больших головок. В частности, я расскажу о первой и о второй подкормке капусты, в том числе белокочанной капусты, капусты брокколи и других видов капусты, которые вяжут большие головчатые плоды. Вот об этом и поговорим в этом видео. Присоединяйтесь, видео будет очень полезным. Также поговорим о том, какие подкормки нужны капусте для хорошего роста и формирования крепких и крупных головок. Думаю, вы знаете, что все виды капусты принадлежат к холодостойким растениям. Первые всходы можно уже увидеть при температуре плюс 4 и плюс 5 градусов Цельсия. А вот оптимальная температура для роста любого вида капусты это плюс 15, плюс 18 градусов. Поэтому я всегда спешу высаживать капусту пораньше, чтобы получить нежные и сочные капустные головки. Вот так выглядит капусточка, которую я высаживала в 20-х числах апреля. Здесь у меня несколько видов. Ну, сначала давайте посмотрим на пекинскую. Пекинская начинает формировать головки. Тут у меня пекинская несколько видов. Сейчас я покажу. Есть такая вот из листовых. Вот такая вот. А есть и головчатая. Сейчас я подойду поближе, покажу вам головчатую. Вот смотрите, как она выглядит. Из головчатых капусточек пекинских. Пекиночка любит такую не жаркую, мокрую погоду. Ну и любит, конечно, достаточно много света. Ну, наверное, через неделю мы уже будем ее убирать. Уже она будет готова к употреблению. Тут у меня, думаю, вы узнали. Тут у меня такая красивейшая брокколи, тоже нескольких видов. Вот она уже начинает завязывать там головочки. Брокколи тоже я высаживала вместе с пекинкой. И рядом с ней ранее обычная белокочанная капусточка, которая тоже уже формирует головки. Я думаю, вы видите. Посмотрите, какие уже кочанчики. Растения развиваются хорошо. Питания достаточно. Скоро будем дегустировать урожай. Какие сорта капусты я высаживала? У меня есть на канале отдельное видео. Вы можете посмотреть.
Высокая температура воздуха, которая обычно наблюдается в середине лета, плохо влияет на качество капусты. Листья ее грубеют и становятся очень жесткими. Первую подкормку капусты, в которой преобладает фосфор для развития корневой системы, нужно сделать примерно через неделю после посадки рассады капусты на постоянное место. Обычно для такой подкормки я использую минеральные удобрения. Вот схема первой подкормки капусты. 10 грамм аммиачной селитры, 20-25 грамм суперфосфата, 10-15 грамм сульфата калия, растворить в 10 литрах воды и подкормить рассаду капусты по листу или под корень. После минеральной подкормки, если вы ее делаете по листу, обязательно нужно полить обильно растения, чтобы смыть остатки удобрения с листьев. В начале июня я подкармливаю капусту комплексным раствором удобрений, состоящим из органики, а также из минеральных удобрений. Из органики можно использовать и куриный помет, и навоз, предварительно разбавив их водой в соотношении 1 к 10. Таким органическим удобрением я подкармливаю капусту под корень, как только она хорошо приживется после высадки рассады. Обычно это 3-я декада мая, 1-я декада июня. Кроме органики, для второй подкормки можно использовать минеральные удобрения. Вот как выглядит вторая подкормка белокочанной капусты или капусты брокколи или же пекинской капусты головчатой. 20 грамм аммиачной селитры, 30 грамм суперфосфата, 15-20 грамм сульфата калия на 10 литров воды. Обычно 10 литров такого раствора хватает на 8-10 растений капусты. Для поздних сортов капусты такую вторую подкормку следует повторить 2-3 раза, потому что она имеет более длинный вегетационный период и намного медленнее формирует головку. Ну вот, капуста на салат готова. Сейчас будем обедать. Всем приятного аппетита и хорошего дня.